Всем привет! С вами «Свободный бросок», передача о женском гандболе. Это обзор второго тура чемпионата России. По комментариям к передаче, посвященной первому туру, мы поняли, что такой формат передачи вам понравился. Ждем новой связи с вами. Ну а в этом броске мы подведем итоги второго тура чемпионата страны и выберем лучшего его игрока. Напомню, что матч каждого тура вы можете выбирать у нас в группе ВКонтакте в специальном голосовании. Таким матчем среди игр второго тура, безусловно, большинство болельщиков выбрало битву в Ростове-на-Дону между Ростов-Доном и ЦСКА. Эта игра будет третьей в нашем обзоре. Ну а начнем мы наш обзор с матча в Астрахани между Астраханочкой и Тольяттинской Ладой. Астраханочка, безусловно, команда новая, команда строящаяся, потому что большинство игроков в прошлом сезоне выступали за другие клубы или имели не так много игровой практики в Астрахани. Поэтому фаворитом этой встречи была Лада, которая свой состав сохранила и ехала на берега Волги в статусе такого фаворита. Тем более, что команды встречались в битве за бронзовые медали в конце прошлого сезона, и тогда сильнее оказалась Лада. Команда Дениса Сайфуллина потерпела в первом туре поражение в Москве от ЦСКА с разницей в 5 мячей. Лада сыграла в ничью в Звенигороде, хотя могла выиграть. И этот матч виделся очень интересным, однако борьбы в нем по факту не получилось. Вернее, она была только в первом тайме. Астраханочка в первые минуты пыталась играть активно, серьезно, но Лада быстро вышла вперед и держала преимущество в своих руках. У Астраханочки же в первом тайме можно выделить, наверное, Викторию Дивак, которая пробивалась к воротам, пыталась играть нестандартно и красиво, а вот остальные ее коллеги почин не поддержали. У Тольяттинской Лады же все игроки действовали надежно, да, были промахи, но и вратари спасали чаще, чем астраханские голкиперы. И в нападении у игроков Лады получалось больше и лучше. Так или иначе, на перерыв команды ушли с преимуществом в 3 мяча в пользу Лады 15-12. А в начале второго тайма Лада быстро убежала вперед. Здесь сказались невнятные действия нападения Астраханочки и отличные контратаки, отличное позиционное нападение Лады вкупе с игрой ее голкиперов. Очень быстро Лада создала себе преимущество 7-8 мячей и потихоньку только его удерживала и наращивала. Плохо, откровенно говоря, сработала задняя линия у Астраханочки, много проблем. Ирина Корнеева выбила всего 4 из 12 бросков. Также не поддержали ее подчин ни Анастасия Листопад, ни Мария Дудина. Есть над чем работать, можно все это списать, конечно, на то, что команда только строится и все будет впереди. Но поражение минус 10 дома от Лады, такого Астраханочка не терпела очень и очень давно. А Ладу же можно только похвалить. Команда Алексея Алексеева показала, что она является одним из фаворитов чемпионата, ну, по крайней мере, в той его части, которая будет бороться, наверное, за 3-е место. Хотя Лада может, наверное, замахнуться и повыше. Все для этого у команды есть. Стоит отметить Валерию Кирдяшеву. 10 голов забросила она в красивом стиле за этот матч. Отрабатывала также и в защите. Есть и перехваты, и голевые передачи. В общем, это как один из претендентов прямо на лучшего игрока тура, но об этом чуть позже. А так, уверенная победа Лады 33-23, и Лада набирает уже 3 очка. Астраханочка с 0 очков замыкает турнирную таблицу. Ну а теперь переходим к матчу в Краснодаре. Он состоялся вчера. В нем встречались принципиальные соперники последних лет Кубань и Звезда. Кубань показала вроде бы неплохую игру в первом туре против Ростов-Дона. Звезда выдала вообще фееричный матч дома с Ладой, упустила победу, потом смогла добиться ничьей. В общем, матч между этими командами ожидался с большим интересом. Таким он, в принципе, получился, хотя гандбола там было не так много. Команды в первом тайме очень много ошибались, как, впрочем, во втором. За первый тайм было забито всего 20 мячей. Звезда выиграла его 11-9. И за всю историю противостояния этих клубов, а это был 60-й матч между Кубанью и Звездой,
20 мячей в первом тайме команды никогда не забрасывали, всегда было больше. С чем это связано? Прежде всего с количеством брака в действиях обеих команд, но больше его было у Кубани. Ошибались все, кому не лень. Забрасывало, кстати, в составе Кубани тоже много игроков в первом тайме. Все 9 мячей на счету 9 разных игроков. Какого-то одного лидера, кто мог бы показать более яркий гандбол, за первый тайм у команды Евгения Кашкарова не нашлось. А «Звезда» же, в принципе, отвечала лучше на потери Кубани и смогла создать себе некое преимущество в 2 мяча. Во втором тайме ситуация продолжала развиваться в пользу «Звезды». Разница в счете увеличилась до 4-5 мячей, но Кубань нашла в себе силы сократить, как только начала прибавлять в атаке, как только начала меньше ошибаться, сразу пошли голы. Да, еще можно похвалить и вратарей Кубани, которые в этом матче сыграли очень хорошо. И Ирина Михалюта, и Вероника Чепула отразили достаточное количество бросков, а Чепула вообще отразила все 3 7-метровых броска от игроков соперника. Кубань могла, наверное, сравнять еще в середине тайма счет, но глупые потери не позволили Кубани добиться большего, сравнять или выиграть этот матч. Стоит отметить эпизод в самой концовке, когда за нарушение численного состава у «Звезды» на площадке осталось всего 3 игрока, играть оставалось всего 2 минуты, даже меньше, и Кубань шестером не смогла реализовать свое большинство, а ведь оно могло очень хорошо закончиться в итоге для желто-зеленых. Но Анастасия Шавман влетела в 2 игроков «Звезды». Вот этот эпизод очень интересен. Судьи свистнули в игрока, но можно, наверное, посмотреть на повторе, что тут скорее был 7-метровый, потому что защищающиеся игроки находятся в зоне площади ворот, и они делают движение туда, навстречу этому игроку. Но оставим это все на, так сказать, усмотрение судейского корпуса, но факт остается фактом. Мяч Кубань потеряла, в итоге проиграла. Удивительно по цифрам матч: 48 голов, 48 потерь. Причем потерь 26 у Кубани, 22 у «Звезды». Вроде бы всего на 4 больше, но эти 4 потери, возможно, сыграли свою ключевую роль. Как сыграло ключевую роль количество бросков? На 10 бросков по воротам Кубань нанесла меньше, чем соперник. При том, что реализация была выше 60% против 52% у «Звезды», а в итоге поражение. Также удивительно это поражение еще и тем, что вратари Кубани сыграли гораздо лучше, чем вратари «Звезды». 17 бросков отразили Чепула и Михалюта против 8 у Кирикиас и Тихановой. То есть на 9 сейвов вратари сделали больше, реализация лучше, а в итоге поражение. Есть тренерскому штабу над чем подумать. Выделить из игроков Кубани можно только, наверное, одну, Александру Давиденко. В принципе, эффективно сыграла. Основа перехвата, как и в игре с Ростовом. Хорошие голы, голевые передачи, но один в поле не воин, а поддержки не нашлось у Александры. Есть время до 8 числа, когда Кубань в Астрахани сыграет с Астраханочкой. Это будет битва 2 команд с 0 очков. Кстати, если вы интересуетесь матчами Краснодарской Кубани, вы можете принять участие в нашем конкурсе «Гандбольный эксперт», который проходит уже 5-й сезон. Ссылочка и правила конкурса в описании к этому видео. Вы можете давать свои прогнозы на матчи нашего клуба. Ну а в наших обзорах туров мы будем давать таблицы лидеров после каждого тура и общее положение среди участников. Так что участвуйте в этом конкурсе, вас ждут хорошие призы. Ну и переходим к матчу в Ростове-на-Дону, где серебряный призер чемпионата страны Ростов-Дон встречался с чемпионом России ЦСКА. Для каждой из команд это принципиальный матч, принципиальный соперник. И по, наверное, своему уровню и статусу это был даже матч номер 1 во всей Европе, потому что в других чемпионатах команды столь серьезного уровня еще не встречались между собой. Фактически это началась Лига чемпионов. Обе команды перед началом сезона лишились своих лидеров. У ЦСКА это Дарья Дмитриева, у Ростов-Дона это Анна Вяхерева. Кому оказалось сложнее без своего главного действующего лица, показал этот матч. Четкую защиту сыграла команда Пера Юхансона. Отличные защитники, новички команды Эдуарда Амарим и Беатрис
Эвидж сковали просто атакующие действия московских армейцев и не позволяли ничего им предпринять. Дальняя артиллерия, игроки задней линии ЦСКА в этой игре вообще себя никак не проявили. Ильина и Скоробогатченко 0-4-0-4, Ведехина и Михайличенко 1-3-1-3. То есть та сила грозная, которая исходит от игроков задней линии московского клуба, она в этом матче была представлена, пожалуй, только Анной Гроз, но половину своих бросков Гроз забила с пенальти. А так, это единственный игрок, которого можно выделить у армейской команды. А Юхансон сделал ставку на защиту, защита его не подвела. Ростов-Дон с первых минут начал убегать вперед, 3-0. 5-1, и счет рос как на дрожжах, до 8 мячей он доходил в первом тайме, но к перерыву ЦСКА смог чуть-чуть сократить отставание 16-10, но 6 мячей к перерыву — это уже хорошая заявка на победу. Ростов не стал удерживать свое преимущество, а пытался его развить во втором тайме, хотя уже через 5 минут после начала остался без Эдуарда Амарим. Интересный эпизод. Решение было принято лучшими судьями России Викторией Алпаидзе и Татьяной Березкиной мгновенно. Красная карточка, удаление до конца матча. Мы показываем этот эпизод в повторе, чтобы каждый мог оценить и сравнить с правилами. Может быть, нас смотрят арбитры, судьи, могут написать в комментариях, рассказать, действительно ли это красная карточка или это 2 минуты, потому что трактовку правил знает не так много людей. Я, например, не могу говорить за судей, было оно удаление на красную карточку или не было. Мне просто интересно мнение и болельщиков, и специалистов. Если есть такая возможность, пожалуйста, напишите. Я уже говорил о том, что Вяхерева пропускает сезон в Ростове-на-Дону, но в этой игре вообще было незаметно отсутствие Ани. То есть то, что нет леворукого полусреднего, на игре Ростов-Дона не сказалось никак. Прекрасно сыграла Заади, забросила очень красивые мячи, причем все, что она бросала с игры, она забила, а с пенальти реализовал только 1 из 3 бросков. Ярослава Фролова вернулась в состав Ростов-Дона, ее тоже выпускали на правом полусреднем, хорошо сыграла Ярослава, нормальное возвращение, наверное, будет прибавлять сейчас с каждым матчем. Ну и вратари, основным вратарем стояла Анастасия Лагина, Калинина пару раз выходила на подмену, и Лагина проявила себя очень хорошо в этом матче, уверенно, за 30% бросков отразила, была хорошей опорой своим защитницам. Правда, при таких защитницах грех не стоять хорошо. Ну и вот эти вот постоянные выдвижения защитниц Ростова, Эвидж и Амарим и других на атакующих игроков армейского клуба, они во многом не позволили отличиться точностью. По 44 раза бросили обе команды, в принципе, то есть хорошо бросали, но у Ростов-Дона 70% точности, а у ЦСКА всего 50%. Потому что количество сейвов практически одинаково, 11 против 9. И вот эта вот точность завершения атак, она зависит, как мы понимаем, от игры защиты прежде всего и помехам, которые защитники предоставляют игрокам атаки. Вот это вот все в итоге вылилось в крупную победу Ростов-Дона, уверенную, и психологическую уверенность обретает Ростов-Дон, и физические силы. После первого матча в Краснодаре, где и Ростов берег вроде бы силы, и какая-то вальяжность присутствовала в игре, в этом матче ничего такого уже замечено не было. 31-22. Безусловная по очкам сегодня победа Ростов-Дона. Команды уже встретятся между собой в Москве 3 ноября. Посмотрим, что за это смогут противопоставить подопечные Флорентина Перы. Теперь о лучших игроках тура, вернее об одном. Вместе давайте попытаемся выбрать его. Начну с матча в Астрахани. У Астраханочки при поражении в 10 мячей выделить кого-то очень сложно. Пожалуй, активнее других действовала Виктория Дивак, забросила 5 мячей, пыталась своей неравнодушностью, настойчивостью, упорством противостоять Ладе. И, наверное, она лучший игрок в составе
астраханочки у Лады, безусловно, это Валерия Кирдяшева. 10 мячей в игре. Уверенно, стабильно. Валерия молодец. В матче Кубани и Звезды тоже трудно выбрать лучших игроков при таком количестве ошибок, брака и незаброшенных мячах. Ну, у Кубани, пожалуй, лучше других сыграла Александра Давиденко, сделав несколько перехватов, забросив 3 гола. А у Звезды выделилась своей активностью Анна Николаева. И несколько мячей забросила, и 3 7-метровых заработала. Но, правда, 2 из них она не реализовала. Но эти все 4 игрока вряд ли могут претендовать на звание лучшего игрока тура. Его мы ожидали увидеть в битве Ростов-Дона и ЦСКА. И мы его там увидели. В ЦСКА, наверное, трудно при таком поражении крупном выбрать игрока, который мог бы стать лучшим в туре. Да, Анна Гросс провела, наверное, лучше других этот матч. Забросила много мячей, хорошо раздавала, пыталась играть в защите, но один в поле не воин. А вот в составе Ростов-Дона сразу несколько игроков, наверное, могли претендовать на звание лучшего, но, пожалуй, очень серьезный вклад внесла Грасс Заади. Ее точные броски, мощные, ее интересная игра в созидании, она повлияла на результат Ростов-Дона. В принципе, все игроки повлияли на результат. И Манагаров хорошо сыграла. Ну, вот такой вот выбор делаю я. Грасс Заади – это игрок тура номер 2 чемпионата страны. Ну и турнирная таблица после 2 туров. Ростов-Дон, можно сказать, привычно на первом месте, необычно на 4-м ЦСКА с 2 очками, Лада и Звезда имеют по 3 игровых балла, и Астраханочка с Кубанью не имеют на сегодняшний день очков. И уже совсем скоро, в следующем туре, который пройдет 7 и 8 сентября, нас ждет много интересных матчей. 7 сентября Ростов-Дон попытается упрочить свое положение домашним поединком против Звезды. А 8 сентября нас ждут сразу 2 матча. В Астрахани Астраханочка примет Кубань. Это будет битва аутсайдеров. А в Тольятти Лада попытается выбить очки у ЦСКА. Она уже выигрывала у московской команды у себя дома в предыдущие годы. Попытается выиграть в очередной раз. Поэтому нас ждет много интересного. Наш обзор выйдет уже 9 сентября. Ну а на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите обязательно комментарии, что вам понравилось или не понравилось. Если вы еще не подписаны на наш YouTube канал, обязательно подпишитесь, поставьте уведомления, чтобы не пропускать интересные видео. Ну а мы совсем скоро увидимся. До встречи!